находимся на крае, с другой стороны окраин Дебальцево, со стороны Креста. Вот ЖД-станция. Сзади нас ЖД-станция. А что это горит сейчас? ЖД-станция почти полностью свободна. Вон девятиэтажки, это центр. Центр Дебальцево. А туда, говорят, снайпера работают еще. Здесь снайпера работают в девятиэтажке. Вон на высотке прямо перед нами. Наши отработали танки. Там сгорел танк, взорвали. И взорвали бэху. Там стоит минометный расчет и снизу еще 3 танка. 3 булата. Сейчас наши танки выезжают. Вот, покажи танки снизу. Сейчас они отработают по той высотке. Сейчас танки выйдут, начнут работать. А вон вдалеке, видишь, это Светлодарск. Горит. Ага. Этого укропа подорвали газовую трубу, газовую ветку. Она уже 4 дня горит. О. У людей нету ни газа, ничего. Абсолютно обесточили всю инфраструктуру вокруг. Следовательно, в Светлодарске там водохранилище, они собираются взорвать Булатину. Как думаешь, взорвут? Ну, я думаю, что они не успеют, потому что наши обкладывают их позиции. Вот наши танки лупят. Сейчас наши танки начали обстрел высотки. Это Мироновский. Наши накрывают в Мироновском укрепрайоне. Вон минометный разрыв, видишь? Укропы в облике поляков днем выходят группами по 10-12 человек. И видишь околки? Этими околками уходят вниз. В белых маскалатах маскируются, лежат потихоньку идут. И наши минометные расчеты 82-е накрывают эти околки кругом. Ну, видишь, обстрел идет. Ага. Накрывают околки для того, чтобы поляки не смогли выйти. Тут в районе где-то около 600 поляков наемников. Ну, это вот наше поле боя. Вон, покажи, дом горит. Это укропы сегодня обстреляли Дебальцево. Накрыли Дебальцево. Вот наш танк стреляет. Обстреливают высотку нашу. Сегодня укропы пытались совершить контрудар, прорыв со стороны Креста. Но армия ДНР и ЛНР нанесла им мощный ответный удар. Пока о потерях неизвестно, разведка еще не доложила. Но потери у них очень хорошие. Танк. А? Танк оттуда стреляет. Вон только Наш, видишь, он стреляет. Обстреливают зеленку. Угу. Чтобы эти товарищи укропы с поляками не могли пройти, загрызли ногой. Если они заходят в зеленку, то их там накрыт. Ну, слышишь, стреляют наши сзади. Так. Вот оно, поле боя. Посмотрел сзади, вон Дебали. Это вот сортировочная. Сзади, он дальше нас сзади, сортировочная. Дебали. Мы находимся на высотке. Вон там Дебали вниз, частный сектор за сортировкой вниз. Там частный сектор. И вон там вот центр и крест. Нам осталось чуть-чуть. И Дебали свободно. Для них заканчивается. Че? Ну, это наши танки, друзья. Батальона Август. Ох, мощь. Да? Укропы содрогаются от этой мощи. Видишь, зеленка обстреливает. Сказали, что по зеленке по это шли видимые движения были. С наших танков со сколочных фугасных обстреливают сейчас зеленку. Ну так.
А перед этим обстреляли высотку, оттуда били минометы. Сейчас миномет уже не бьет. Дострелялись. Я думаю, что дострелялись. Потому что туда выпустили не одну БК с танка осколочных фугасных. И попаданий было много. Конечно, БК не взорвалась, не видно, но видно, что повредили хорошо. Мироновская. И валят туда. Пока еще Луганская свободна, они валят туда. Сейчас мы пойдем зачищать вот эту территорию. В правую сторону Дебальцево, со стороны Артемовска. Сейчас зайдем, будем зачищать. Армия ЛНР и подразделение ДНР. Совместными усилиями пойдем зачищать. Вылазят с подвалов, плачут, наверное. Что сказали укропу по телевизору, что здесь мирных жителей нет, все это вранье. Мирные жители все здесь на месте. Все живут. Они попрятались в подвалах, все в подвалах. И сними он дома. Все дома разрушены. Тут сколько Горят, домов. видишь? Вон только загорелся дом. Да, вон дом горит, вон дом горит. Вон дальше возле завода, видишь, горит. Вот дом горит. Укропы обстреляли. Чтобы не говорили, что это мы обстреливаем, вот, пожалуйста. Нас обстреляли, дома горят. Вот такая